Это не у меня, это у вас ветер. Я-то в помещении, а вы на улице. Поэтому у вас свистит ваш собственный динамик. Я тоже это слышу. Понял. И такое, как вода журчит Черноша. Что? Не расслышал вас. Как будто вода где-то течет. Может, и вода где-то течет, но я не могу это исправить. О чем И откуда беседуете вы? интересно? Что расскажете, может быть? Ну, вы из России? Да, из Подмосковья. Ну, если есть какие-то вопросы к украинцам, то можете задать. Мне интересно, вы за новостями российскими следите? Ну, чтобы ваш там следил, то не сильно. Ну, такое есть там проскакивает, если что-то интересное. Ну, я имею в виду, что вы российские источники смотрите или только слушаете то, что говорят о новостях России? Я слушаю и то, и свое, и европейские, и американские, короче, А вы, аналитики. повторю, вот, наверное, вопрос, может быть, не очень четко его задал. В чистом виде, скажу, в чистом виде не слушаю. Аналитику только в основном. Аналитику? Но это же не новости, это так, отношение людей к новостям. Ну, Сами если я начну лопатить, новости. у меня на все времени нет. Бывает, что есть свободное время вот такое, ну, что, чтобы я все, ну, просто в голове будет кабардак. Слишком много знаний, думаете, перегрузит голову? Да просто есть еще много за что другое думать, кроме новостей. Ну, согласен. Хотя все вокруг нас для нас новости. Возможно. Слышали про закон о электронных повестках, об электронных повестках? Ну, называется иначе, но так Ну, это, его короче, одним называют. словом-то так сказали, короче, вас сделали крепостными А опять. почему вот такое отношение, интересно? Мне любопытно, я как раз слушаю много новостей непосредственно с Украины, то есть первоисточников, и очень много говорят о том, что это ущемляет права российских граждан. Мне интересно, почему так считают украинцы? Потому что оно действительно ущемляет права граждан. А какие права То есть ущемляются? ты уже встаешь не под невольным человеком. То есть тебе сказали, встань и иди. А если ты не пошел, то ты преступник считаешь, и тебе там А разве, запрещают. разве если тебе говорят выполнить свой долг, и ты его не выполняешь, разве ты не преступник? Смотря долг перед чем. Перед Родиной, а как перед чем? Ну, В и вот государстве у объясни, человека как есть права, есть там, обязанности. вот смотри, на вас кто-то напал. А какая разница? Подождите. Мы же говорим А есть сейчас об разница, есть обязанностях. разница. Почему Большая разница? есть разница. То есть вы говорите о трактовке закона, здесь нужно выполнять закон, здесь не нужно выполнять закон. Это почему вы разделяете? Там, если разобраться, у вас там вообще такое вот мнение, вот сейчас мое про Россию. Вот что у вас там сейчас делается, у вас там просто галимое ОПГ. Поясните Главарь свою вашей позицию. банды, главарь вашей банды Путин, а вы его шестерки. Вот и все. И что же такого происходит у нас в стране, все-таки, что вы свою позицию можете подтвердить? Вы же не смотрите российские новости, вы же не знаете, что у нас происходит. Ну, смотрите, ваш Путлер говорит, так, взяли оружие и погнали там. А там будут вам яйко-млеко унитазы, блядь. Кто вам такое Галимая сказал? банда. Сейчас Подождите, В Украину зашла. так Никто мне не сказал, это на свои глаза видел. не Вот и видели все. вы это? Подождите, вы выступление Путина не смотрите в первоисточнике, вы не знаете, что он сказал. А херню какую-то, как всегда, намели там. Но вы же не Без слушаете. Вот раскачки и вперед. меня интересует, вот как вы создаете свое мнение, не имея Короче, я не информации? хочу на тебя время терять. Давай, чувак. Ну, потеряйте его окончательно в ВСУ. Это вам сильно поможет. Не хочешь знать, что творится?
это придет к тебе и разберется с тобой. Не читал, но осуждаю. Вот он такой правильный украинец. Недолго живущий только, но зато правильный. Сочувствие почему-то не вызывает.